В маленьком провинциальном городке, где все знали друг друга, в обычную школу перешла новая девочка. Ее звали Эмбер. Она была тихой, неприметной, с темными волосами, собранными в хвост, и вечно опущенными глазами. Учителя отмечали ее поведение как образцовое, но одноклассники были иного мнения. Тишина и замкнутость раздражали их. Сначала были насмешки, потом подзатыльники в коридорах, издевки в раздевалке, записки с оскорблениями. Ее рюкзак постоянно оказывался в мусорке, еду выбрасывали, обувь прятали. Эмбер не жаловалась. Она лишь молча вытирала пыль с учебников и приходила в школу снова и снова, будто не замечая жестокости вокруг. Никто не знал, кто она. Никто не знал, откуда она взялась. Ее мать умерла рано, а отец не появлялся ни на собраниях, ни у школьных ворот. Пока однажды все не изменилось. В пятницу после уроков группа подростков снова загнала Эмбер в угол за спортзалом. Это уже было больше, чем шутки. Они толкали ее, рвали тетради, и кто-то даже замахнулся кулаком. В этот момент во дворе раздался резкий скрип шин. Из черного автомобиля с тонированными окнами вышел высокий мужчина в черном пальто. Он двигался бесшумно, как тень. Его лицо было знакомо каждому с экранов телевизора. Это был Стивен Сигал. Он подошел к подросткам, не говоря ни слова. Лишь одним взглядом заставил всех замереть. И хотя никто не услышал, что именно он сказал, страх на лицах хулиганов говорил сам за себя. На следующий день 3 учеников появились в гипсе. Один пришел с перевязанной рукой, другой с фингалом, третий просто молчал и вздрагивал при каждом звуке. Стивен не вызывал полицию. Он не писал заявлений. Он просто поставил границу, и все поняли, к его дочери больше не на шаг. С тех пор Эмбер сидела спокойно за своей партой. Никто больше не обижал ее. К ней даже начали относиться с уважением, пусть и из страха. Ее не приглашали на вечеринки и не звали в компании, но больше никто не шептался за спиной и не бросал взгляды полные злобы. Она стала неприкасаемой. В городке так и ходила легенда: не связывайся с Эмбер. У нее отец Стивен Сигал. А тем, кто не верил, достаточно было посмотреть в глаза тем 3, что когда-то посмеялись над ней. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.